привет, дорогие друзья! Вы находитесь на моем канале «Сказочная страна амигуруми». И сегодня я хочу с вами связать вот такую вот сумочку-лягушку. Вот она с такими ножками и ручками. На клапане ничего с внутренней стороны не видно, очень вместительная. И вот такой вот детский вариант сумочки я связала. Размер этой сумочки 18 сантиметров ширина. Давайте, кстати, измерим. Ширина сумочки 19-18 сантиметров. Глубина 13-14 сантиметров. Ножки, нижняя часть ножек, она ввязывается вместе с донышком. Юбочка тоже ввязывается. То есть пришивается, получается, только ручки, ремешок и глазки. Все остальное вышивается. Ну, язычок, конечно же, бабочка. Вышивается ротик, то есть вяжется сумочка она очень быстро. Связана она, основа сумочки из Yarnart Jeans Plus. Одного моточка достаточно для вязания вот такой вот сумочки. У меня моточка осталась вот такая вот небольшой кусочек пряжи от Yarnart Jeans Plus. Лапки, юбочка, все остальные пришивные детали вяжутся из обычного Yarnart джинса. Вяжется только основа сумочки из Yarnart Jeans Plus. Все вяжется очень быстро и оригинальный такой вот интересный вариант сумочки. Поэтому, если вы хотите со мной ее связать, то приглашаю к просмотру и приятного вязания. Итак, какие же материалы нам понадобятся? Значит, для вязания самой сумочки я взяла Yarnart Jeans Plus. Вот такая вот она толстенькая ниточка. И нам будет достаточно одного моточка. Дальше, кстати, цвет. Цвет у меня будет 69. Такого же цвета я взяла тоненькую Yarnart Jeans. То есть саму основу сумочки я буду вязать Yarnart Jeans Plus. Если у вас нет такой пряжи, то вы можете взять Yarnart Jeans в 2 нити связать. Там разница незначительная. Дальше все остальное оформление будет обычным Yarnart джинсом. Для глазок я взяла черное и белое. Дальше точно такой же цвет 69, только обычный Yarnart Jeans. И такой вот розовый у меня спрятан номер 42. 42 номер, это понадобится для нашей юбочки. Дальше основу самой сумочки я буду вязать крючком номер 4. Все оформление я буду вязать крючком номер 2,5. Дальше нам понадобятся ножницы, маркер. Ну и в принципе давайте приступим. Итак, первое, что мы с вами свяжем, это лапки. Лапки у нас будут 4 лапки, и они будут абсолютно одинаковые. Поэтому 3 я уже связала, и давайте свяжем с вами 4-ю. Беру зеленую пряжу и начинаем вязать. Набираем 13 крючком номер 2,5, как я и сказала. Все оформление у нас будет крючком 2,5. Итак, набираю 13 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Вот набрала я цепочку из 13 воздушных петель. Со второй петли от крючка я провязываю 12 столбиков без накида. По цепочке в каждую петлю провязываю до конца 12 столбиков без накида. Давайте провяжем до конца цепочки.
Провязала я до конца цепочки. Теперь разворачиваю. И по второй стороне я провязываю тоже 12 столбиков без накида. В эту же петлю я провязываю 1 столбик без накида. И дальше за полупетельки цепочки я провязываю те же самые 12 столбиков без накида по цепочке. Давайте провяжем до конца. Итак, провязала я с двух сторон. У нас получается в конце ряда 24 столбика. Теперь без прибавок и убавок я провязываю по кругу второй и третий ряд. Вот в первую петлю ставлю маркер. Провязав первую петлю, я ставлю маркер, чтобы не потерять начало ряда. Все, и провязываю так 2 ряда по кругу без прибавок и убавок. Давайте так провяжем второй и третий ряд. Итак, провязали мы 3 ряда. Теперь 4-й ряд провязываем так. Я снимаю маркер. И провязываю 11 столбиков без накида. В первую петлю ставлю маркер. Вот в первую петлю ставлю маркер. И провязываю всего 11. Давайте провяжем. Провязав 11 столбиком, провязываем убавку за полупетельки. Дальше провязываем 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и так до 9 столбика. Провязав 9 столбиком, провязываем убавку в конце. В 4-м ряду у нас получается 22 петли, 22 столбика. 5-й ряд провязываем в начале убавку. Я провязала еще 1 столбик, чтобы хорошо закрепить в первый столбик маркер. То есть сделали мы в первые 2 петли, мы в начале ряда сделали убавку. Теперь провязываем 9 столбиков. 1 я уже провязала. Два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Убавка. Провязали убавку. И дальше до конца ряда без прибавок и убавок провязываем в 5-м ряду 9 столбиков без накида. В 5-м ряду у нас должно получиться 20 столбиков. Как вы уже поняли, что мы должны делать убавочки по бокам. 6-й ряд провязываем так. В начале убавку. Провязываем в начале убавку. Ставим маркер в первую петлю. Дальше провязываю 7 столбиков. 1 я уже провязала. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дальше провязываю опять убавку. И до конца провязываю
9 столбиков без накида. В конце ряда 6 у нас должно получиться 18 столбиков без накида. Давайте провяжем. Итак, провязали 7 ряд, провязываем так. Снимаю маркер и провязываем в начале убавку. И дальше провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязываем убавку. И дальше до конца ряда провязывая 8 столбиков без накида. В 7 ряду должно получиться 16 столбиков. 8 ряд провязываем так. В начале убавка. Дальше провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. Дальше опять провязываем убавку. И теперь до конца ряда провязываем 7 столбиков без накида. В 8 ряду должно получиться 14 столбиков. 9 ряд провязываем так. В начале убавка. Дальше провязываем 4 столбика без накида. И 4. Теперь опять провязываем убавку. И теперь до конца ряда провязываем 6 столбиков без накида. В конце ряда у нас должно получиться 12 столбиков без накида. И еще один. Все. Теперь с 10 по 20 ряд без прибавок и убавок по кругу мы провязываем 12 столбиков без накида. Давайте провяжем. Итак, закончила я 20 ряд. Набила ножку уже вот до, или ножку, или ручку. В общем, набила до наших убавочек. Ручка, вот эта вот часть, она полностью свободна. Только ладошка. Теперь нам нужно провязать в 21 ряду 3 столбика до края ножки, для того, чтобы соединить две стороны детали. Итак, можно назвать их петли смещения, у нас называют. Или просто провязываем еще 3 столбика без накида, складываем деталь пополам и провязываем, не пропуская первую петельку, провязываем вот 6 столбиков без накида. 3, 4, 5 и 6. Все. Я закрепляю ниточку, обрезаю. Вот. На ручках мы оставляем ниточки для пришивания. Я просто там забыла оставить. На ручках мы оставляем ниточки для пришивания, на ножках не надо. Ножки мы будем вязывать. Все, давайте начнем вязать саму сумочку, основу. Итак, провязали 4 полустолбика с накидом. Теперь провязываем 6 полустолбиков с накидом вместе с ножкой. Значит, я меняю крючок на крючок 2,5 для того, чтобы хорошо входила в ножки, в петельки на ножке. Я одеваю крючок на петелечку, делаю накид, ввожу крючок в первую петлю на ножке и петлю на цепочке. Вот так.
и провязываю. Вот немножко вытягиваю петельки, чтобы не сильно затягивать. И дальше 6 полустолбиков с накидом я провязываю вместе с ножкой. Это будет 2, это будет 3, это будет 4, 5, 5, и 6. Вот. Теперь меняю крючок на 4, ввязывая хвостик. Вот мы ввязали ножку. Теперь по цепочке я провязываю 10 полустолбиков с накидом. Хвостик ввязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Хвостик подтягиваем. Можно его уже обрезать, чтобы он нам не мешал. И теперь ввязываем вторую ножку. Меняем крючок. Вот. Теперь делаю накид. Ввожу крючок в петельку на ножке и в петлю на цепочке. И провязываем вместе. Раз. Вот так. 2. 3. 4. Крючок маленький, немного ниточки вот вытягиваем побольше. Дальше 5. Так. И 6. Вот. Провязали мы обе ножки уже. Меняю крючок. Все. И теперь, ввязывая хвостик, провязываем 3 полустолбика с накидом. Делаю накид, провязываю 1, 2 и 3. Дальше в последнюю петлю я провязываю 3 полустолбика с накидом в одну петлю. Теперь, ввязывая хвостик, по второй стороне я провязываю 28 полустолбиков с накидом. Вот, начиная за вторые петли цепочки, я провязываю вот 28 полустолбиков с накидом. Давайте провяжем.
Итак, провязали мы, осталась одна петелька. В эту последнюю петельку я провязываю прибавку. 2 полустолбика с накидом в одну петлю. Дальше я снимаю маркер, делаю соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда. Вот и первый ряд готов. Мы уже вязали ножки. И теперь провязываем еще один ряд донышка. Поднимаюсь на 2. Кстати, извините, значит, в первом ряду у нас получается 62 столбика. Теперь я делаю 2 воздушные петли. 2 воздушные петли не считаются столбик за столбик, поэтому в эту же петлю я провязываю прибавку. 2 полустолбика с накидом в одну петлю. Раз. И сюда же 2. Маркер ставлю в первую петлю. И теперь провязываю по цепочке, вот, по нашей цепочке 28 полустолбиков с накидом. Итак, провязала я, теперь провязываем 3 прибавки. В каждую петлю 2 полустолбика с накидом. Первая прибавка, 2 полустолбика с накидом в одну петлю. Вторая прибавка, 2 полустолбика с накидом в одну петлю. И третья прибавка. Дальше по второй стороне мы провязываем 28 полустолбиков с накидом. Итак, в последние 2 петелечки я провязываю прибавки. 2 полустолбика с накидом в одну петлю и 2 полустолбика с накидом в последнюю петлю. Все, довязали ряд. Во втором ряду у нас получается 68 столбиков. Делаю я соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда. Все. Вот мы с вами провязали донышко. Вот так оно выглядит. Вот, и теперь давайте будем с вами вязать стеночки самой сумочки. Значит, третий ряд провязываем так. Поднимаюсь я на 2 воздушные петли. Как я уже сказала, я не считаю этот столбик за, вернее, 2 воздушные петли не считаю за столбик, поэтому за заднюю стеночку петли я провязываю, в эту же петлю я провязываю полустолбик с одним накидом. За заднюю стеночку петли третий ряд провязываем полностью. Все, и провязываем так до конца ряда без прибавок и убавок. 68 полустолбиков с накидом за заднюю стеночку петли. Все, давайте провяжем так по кругу. Итак, провязали мы третий ряд. Заканчиваем мы так, соединительным столбиком вот в первую петлю предыдущего ряда. Все. Первый ряд мы провязали стеночек. А вообще это третий ряд считается. Итак, 4 и 5 ряд я провязываю без прибавок и убавок 68 полустолбиков с накидом за полную петельку. Поднимаюсь на 2 воздушные петли, делаю накид, в эту же петлю провязываю полустолбик с одним накидом, и за полную петельку я провязываю за полную петельку, вот, провязываю до конца ряда. Давайте провяжем 4 и 5 ряд. Итак, провязала я 4 и 5 ряд за полную стеночку. Теперь 6 ряд. 6 ряд мы провязываем за заднюю стеночку петли. Поднимаюсь на 2 воздушные петли. И за заднюю стеночку петли я провязываю опять 68. Вот за заднюю стеночку петли провязываю 68 полустолбиков с накидом. Вот за заднюю стеночку петли.
И дальше с 7 по 18 ряд мы провязываем без прибавок и убавок 68 полустолбиков с накидом уже за полную петельку. То есть только 6 ряд я провязываю за заднюю стеночку петли. С 7 по 18 обычно за полную петельку. Давайте с вами провяжем это. Итак, я связала 18 рядов. Вот такой вот рюкзачок у меня получился. Ой, рюкзачок. Вот такая сумочка у меня получилась. Вот теперь давайте вернемся к 6 ряду и свяжем юбочку. Берем розовую пряжу. Значит, определяем, где у нас будет клапан. Вот я буду здесь вязать клапан, поэтому отсюда где-то я, не имеет значения, где, за переднюю полупетельку буду вязать юбочку. Беру розовую пряжу. И крючок номер 2 с половиной. То есть мы уже все, теперь будем вязать оформление, все будем вязать крючком 2,5, как я и говорила. И ввожу крючок, делаю 2 воздушные петли. И в эту же петлю я провязываю 1 столбик с накидом и 2 столбик с накидом. Вот так. Значит, смотрите, в 6 ряду 68 полустолбиков с накидом, то есть 68 петелек. Значит, за переднюю полупетельку мы будем провязывать все прибавки, то есть каждую петлю 2 столбика с накидом. Каждую петлю хвостик при этом ввязываем. Вот в каждую петлю 2 столбика с накидом. Вот в эту петлю, не пропуская петельки, давайте провяжем 68 прибавок столбиками с накидом. Вот так должно получиться. Итак, провязала я все прибавочки. И соединяю я с первой петлей предыдущего ряда. Вот. Соединяю я теперь с первой петлей предыдущего ряда соединительный столбик. Теперь набираю 2 воздушные петли и провязываю так. В эту же петлю провязываю столбик с накидом. В следующую прибавка 2 столбика с накидом в одну петлю. В следующую опять 1 столбик с накидом. В следующую прибавка 2 столбика с накидом в одну петлю. Так нужно провязать до конца ряда. Давайте провяжем. Итак, провязала я 2 ряд. Вот такие вот получается у нас юбочка волнистая. И теперь у нас получилось во 2 ряду 204 петли. У вас должно было тоже получиться. В 1 ряду у нас получается 136 все прибавочки. 2 ряд 204. И теперь нам надо с 3 по 5 ряд 3 ряда провязать без прибавок и убавок. 204 столбика с накидом. Все, давайте провяжем еще 3 ряда. Итак, провязала я юбочку, спрятала я уже ниточки. И вот такая вот юбочка у нас получается. Теперь мы должны определить, где у нас будут ручки, где у нас будет клапан. Значит, складываем сумочку пополам. И вот определяем наши серединки. Вот серединка нашей сумочки. Тут очень много маркеров, но я вам показываю. Уберу вот эти вот маркеры. Вот наша серединка сумочки. Вот так складываем ее, чтобы у нас ножки были ровненько. Вот. И вот так вот складываем. И вот наши серединки. Теперь от этих серединок, не считая, мы не считаем маркеры и петелечка, на которых маркеры. От маркера мы отсчитываем 2 петелечки в одну сторону и 2 в другую. И на ручки у нас уходит по 5 петелек. Вот они, по 5 петелек уходят. Теперь
мы определяем, где у нас будет клапан. И клапан у нас будет там, где у нас заканчивается, там, где мы заканчивали вязать стеночки сумки. Вот здесь у нас будет клапан начинаться. Значит, разворачиваем. Вот у нас шов, и вот здесь вот будет начинаться клапан. Значит, мы от последних маркеров там, где мы определили сумочку, вот наши маркеры на сумочку, мы отсчитываем по 2 петелечки. Вот с одной стороны отсчитываем 1 и во вторую вставляем. И с этой стороны отсчитываем. Вот маркер с петелечкой, отсчитываем 1 и во вторую вставляем. То есть по 2 петли мы отсчитали. И теперь вот здесь вот мы начинаем вязать клапан. Теперь у меня на клапан ушло, то есть уйдет 26 петелек. Вот это вот расстояние, это 26 петелек. Все, и давайте присоединять и будем начинать вязать с вами клапан. Вставляем крючок, вернее, давайте так, я снимаю маркер и в эту же петельку я вставляю крючок, вывожу ниточку, хвостик мы будем с вами ввязывать, набираю 2 воздушные петли и в эту же петлю я делаю столбик с накидом, провязываю, так как у нас воздушные петли не считаются за столбик, и провязываю до следующего маркера столбики с накидом. Вот, до вот этого вот маркера провязывать. Давайте провяжем. Итак, провязали мы первый ряд клапана. Теперь мы будем вязать, делать в каждом ряду, мы будем делать в начале и в конце убавки. Так нам нужно провязать 10 рядов, поэтому со второго ряда мы начинаем так вязать. Я все просто ряды показывать не буду. Набираю 2 воздушные петли, разворачиваю вязание и делаю убавку. Делаю накид в первую петлю. В первую петлю я провязываю 1 раз, и петелечка остается на крючке. Дальше делаю опять накид в следующую петлю, провязываю 1 раз, и остается 3 петли на крючке, провязываю вместе. Дальше я до конца ряда, не довязывая 2 петли, провязываю столбики с накидом. Давайте провяжем до конца, не довязывая 2 петли. Итак, я провязала ряд, не довязала 2 петли. Делаю убавку в конце ряда точно так же. Провязываю 1 раз, и остается петелечка на крючке. И в последнюю петлю я провязываю 1 раз, и петелечка остается на крючке. Теперь 3 петли провязываю вместе. Вот мы сделали в начале и в конце убавки. Значит, во втором ряду у нас должно получиться 24 столбика. И с 3 по 10 ряд мы провязываем точно так же, делая в начале и в конце убавку. Между ними провязываем столбики с накидом. И так в 10 ряду у нас должно получиться, я не буду как бы полностью схему читать, просто в 10 ряду у нас должно получиться 8 столбиков всего. То есть давайте провяжем, делая убавки в начале и в конце. Каждый раз ряд у нас будет уменьшаться на 2 петли. Все, давайте провяжем с вами клапан. Итак, провязала я 10 рядов. Вот такой вот клапан у меня получается. Вот с внешней стороны, вот с внутренней стороны. И теперь давайте с вами свяжем обвязку. Значит, я буду обвязку вязать вот с боковой части. Маркеры мы, серединку маркера можно снять, саму серединку вот с одной стороны. И вот серединку красненькую у меня, например, с другой стороны. Здесь по 5 петелек остается на нашу сумочку. Поэтому я отсюда с серединки ввожу крючок
И буду делать обвязку обычными столбиками без накида. Вот. Делаю воздушную петлю. Немножечко тут надо будет. Вот. И в эту же петлю я провязываю, ввязывая все хвостики уже, провязываю столбик без накида. Вот хвостик. Вот. И теперь в каждую петлю хвостик ввязываем, я провязываю столбик без накида. Каждый ряд маркер снимаю, провязываю столбик без накида и возвращаю маркер на место. Вот. И дальше продолжаю обвязку, переходя на клапан. Хвостик ввязываю и перехожу на клапан. В каждый ряд я провязываю столбики без накида, вот, чтобы они не стягивали саму деталь, клапан. Вот, давайте довяжем до уголочка. Итак, довязав до уголочка, вот сюда в уголочек я провязываю 3 столбика без накида. Чтобы не закручивался у наш угол, я в угол провязала вот 3 столбика без накида. И дальше провязываю столбики без накида вот по цепочке до следующего уголочка. В следующем уголочке я тоже провязываю 3 столбика без накида. Тогда наши уголочки не будут закручиваться и будут ровненько ложиться на полотно. Вот в этот вот уголочек я провязываю 1, сюда же провязываю 2 и сюда же провязываю 3. Вот. И перехожу уже на следующую часть. Все, давайте провяжем до нашего конца. То есть провяжем полностью клапан, переходим на наши стеночки и заканчиваем там, где мы начинали. Итак, сделала я обвязку. Вот по всей детали оставила, закрепила ниточку и оставила для пришивания ручки на одной стороне. Вот, смотрите, маркер я не убрала, убрала только серединку, а там, где ручка у нас будет пришиваться, я не убрала маркер. Все, переставила только и все. Вот такой вот клапан получается у нас. И теперь давайте с вами свяжем ручку. Ручку я уже связала, вяжется она ровными рядами, поэтому не стала вам показывать. Набираем 5 воздушных петель, цепочку из 5 воздушных петель. И с третьей петли от крючка мы провязываем по 3 полустолбика с накидом поворотными рядами 79 рядов. Затем я делаю воздушную петлю и дальше делаю обвязку столбиками без накида. Делаю обвязку по всей детали. Ну и по уголках вот здесь вот я провязываю по 3 столбика в каждый уголочек, чтобы они были красиво смотрелись. То есть здесь на 4 сторонах и с обратной стороны вот я провязываю в каждую 3 столбика без накида в каждый уголочек. В конце я тоже оставляю ниточку для пришивания, закрепляю. Ну и в принципе все. И теперь давайте с вами пришьем ручки. Значит, ручку будем пришивать там, где у нас осталась ниточка, мы будем пришивать там, где без ниточки, скажем так. Вот, и будем пришивать вот с одной стороны за полустолбики, захватывая вот полустолбики, с одной стороны полустолбики, и здесь захватываем тоже полустолбики передние, вот.
И затем, то есть с двух сторон будем. Сначала мы пришиваем за одни полустолбики с одной стороны и за вторые полустолбики с обратной стороны. Все, давайте с вами пришьем. Итак, я уже одела иголочку. Так как у нас закреплена ниточка посерединке, вот видите, посерединке, я просто перехожу через столбики, вот через столбик, перехожу, ой, извините, перехожу к концу маркера, вот ко второму маркеру. Вот, снимаю маркер. И вот. И теперь за переднюю полупетельку и за переднюю полупетельку на ручке вот будем прошивать. Все, давайте прошьем. Итак, пришила я ручки, как я и говорила, с двух сторон. За полупетельки с одной стороны и за полупетельки с внутренней стороны. И вторую ручку тоже пришила, вот, чтобы не перекручивалась. Все, клапан можно отпарить. Вот, и с ручкой. И давайте с вами теперь свяжем глазки. Итак, один я уже связала. Вот такой вот глазик у нас будет. Вяжу я все аксессуары, как я и говорила, с тонкого джинса. Вот поэтому я взяла тоненький джинс. И вязать мы будем 2,5 крючком. И понадобится нам 3 цвета. Давайте приготовим. Итак, начинаем со зрачка, с черной пряжи. Набираем в кольцо амигуруми 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Затягиваем колечко. И делаем соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда. Обрезаем. И закрепляем. Вот зрачок наш готов. Теперь давайте свяжем белочек. Начинаем вязать белок белой пряжей. Я вставляю в любую петелечку крючок, присоединяю белую пряжу и делаю воздушную петлю. Сюда же провязываю 2 столбика без накида в эту же петлю. И второй ряд провязываем все прибавки, подтягиваем белую ниточку. Вот. И теперь в каждую петлю
2 столбика без накида. У нас должно получиться 12 столбиков по кругу. Пятая прибавочка и 6-я прибавка. Делаю соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда. Так, первая петелечка всегда туго идет. Обрезаю ниточку. Ниточку обрезаю подлиннее, потому что она нам останется для пришивания. И закрепляю. Все, вот такой вот зрачок у нас получается. Теперь давайте внутри нужно просто завязать все ниточки и обрезать. Мы глазик будем пришивать, поэтому ниточек видно не будет. Я вот так вот завязываю по очереди, потом все вместе обрежу. Все, теперь обрезаю одну вот эту вот главную ниточку, оставляю для пришивания, хвостики обрезаю, и вот зрачок у нас получается, зрачок вместе с белочком. Все, теперь давайте зеленую часть свяжем с вами. Итак, связала я уже по кругу, я уже не стала показывать, увеличивать видео. Значит, вяжется оно по кругу с прибавочками, в принципе, как обычно. 6 столбиков кольцо амигуруми, второй ряд 6 прибавок, третий ряд 1 столбик без накида плюс прибавка, так повторяем 6 раз, в конце 18 столбиков. И четвертый ряд 2 столбика без накида плюс прибавка, так повторяем 6 раз, в конце 24 столбика. Вот нам надо провязать 4 ряда с прибавочками. Теперь с 5 по 10 ряд без прибавок и убавок мы провязываем по кругу 24 столбика без накида. Давайте с вами провяжем и встретимся. Итак, провязала я 10 рядов. Вот такая вот у меня деталь получается. И теперь давайте пришьем зрачок. Зрачок я пришиваю в любом месте, не имеет значения где. Вот, отступив всего лишь один ряд от низа. То есть отступила один ряд, прикладываю. Одела уже иголочку и давайте пришьем глазик. Связала я, набила уже немножко холофайбером, и вот такие вот глазки у нас готовы. Теперь давайте будем оформлять с вами клапан. Итак, я отпарила уже сам клапан, он уже хорошо лежит. Отпарила ручку, она стала очень мягенькой, такой послушной. Вот. И теперь давайте с вами будем пришивать глазки. Глазки мы будем пришивать. Вот наш первый ряд, где мы с вами начинали клапан. Пришивать мы будем, заканчиваться глазки будут во втором ряду. Давайте вот первый ряд. Вот первый ряд. Вот начало второго ряда. Отступаем, вот наша обвязка. Мы отступаем обвязку, и вот начало второго ряда мы будем с вами провязывать глазки. Глазки, ой, прошивать. Я уже одела иголочку.
Вот, я уже одела иголочку. Иголочка у меня будет с острым концом для утяжек. Я всегда использую, если мне нужно много пришивать, то я использую вот такую вот иголочку с большим ушком. Она влазит сюда джинс. Вот, и буду пришивать плоско. То есть сначала заднюю часть. Вот так вот я приплюсну. И по второму ряду полностью пройдусь. Конец у меня будет... Вот конец, вернее, задняя часть глазок у меня будет во втором ряду. Вот во втором ряду будет задняя часть пришиваться, а переднюю я вот так вот немножко сплюсну ее. И вот начало третьего ряда вот так вот буду пришивать, отступив обвязку. Вот так вот я буду пришивать плоско, только по второму ряду захватывая. И она будет у нас такая вот не кругленькая, а овальная получаться. Все, давайте пришьем. Итак, пришила я глазки. Вот такая вот уже вырисовывается мордашка. Значит, смотрите, я, как и говорила, я пришила. Вот заднюю часть я пришила с начала второго ряда, а переднюю часть конец второго ряда. И вот они у меня такие вот плоские получились. И глазки есть уже. Теперь давайте пришьем ручки. Итак, как мы будем с вами пришивать ручки? Значит, вот обвязка нашего клапана, обвязка. Затем первый ряд столбики с накидом и второй ряд столбики с накидом, это снизу. И вот на уровне второго ряда столбики с накидом мы наискосок приблизительно формируем ручки. Вот на этом уровне. На уровне второго ряда столбиками с накидом. Вот на уровне вот этого ряда. Вот идет обвязка.
первый ряд столбики с накидом и второй ряд. И вот начало второго ряда — это начало наших ручек. Все, надеюсь, было понятно. Давайте пришьем ручки. Итак, пришила я ручки. Надеюсь, у вас тоже все получилось. Как я и говорила, я пришиваю вот эта вот часть свободно. А вот это вот все я пришила за переднюю стеночку нашей сумочки. То есть здесь все видно, здесь ничего не видно на клапане. Все, теперь давайте с вами вышьем ротик. Итак, смотрите, я иголочками определяю всегда ротик, чтобы не перешивать. И чтобы он был ровненький. Поэтому я иголочками определяю, где у меня будет ротик. Вот хочу вам показать. Значит, начало ротика у нас будет, смотрите, опять смотрим так внизу. Вот это обвязка. Дальше пошли ряды, столбики с накидом. Первый, второй, третий, четвертый. Вот в четвертом ряду, там, где заканчиваются у нас белки, начинается ротик. Опускаемся через 2 ряда наискосок. И вот, ну, чтобы это был какой-то полукруг, скажем так. Вот начало ротика у нас там, где конец белочков. Вот конец белочков, начало ротика. Видите? Все, давайте теперь вышьем. Цеплять я буду, опять же, острой иголочкой. Для чего? Для того, чтобы мы цеплять будем, чтобы на обратной стороне не было видно швов. Мы будем цеплять только за переднюю часть наших столбиков. То есть захватывать мы будем вот таким вот образом. Вот, за переднюю часть. Думаю, понятно. Все, давайте вышьем.
Итак, вышила я ротик. Да, он вышивается не быстро, но нужно аккуратненько, чтобы с обратной стороны не было видно швов. Я захватывала только несколько. Переднюю часть, вернее, столбиков. Прошивала несколько раз, чтобы не видно было. Вот, и хорошо было отчетливо видно ротик и улыбочку. Теперь давайте свяжем с вами язычок. Итак, красной пряжей, небольшой кусочек красной пряжи, крючок 2,5, и набираем 5 воздушных петель. 3, 4, 5. С третьей петли от крючка я провязываю 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом. В последнюю петлю я провязываю 6 столбиков с накидом в одну петлю, в последнюю. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь провязываем по цепочке, захватывая хвостик, провязываем 2 столбика с накидом в одну, не в одну петлю, а по цепочке. Первая и вторая. Все. Хвостик мы ввязывали. Наверное, побольше отрезаю. Фиксирую ниточку. И вот язычок наш готов. Подтягиваем хвостик, чтобы была дырочка закрыта. Вот, можно еще на узелочек завязать. Аккуратненько только. Вот. Так, обрезаем ниточку. Не сильно под корешок, а вот немножко. И вот язычок наш готов. Все, и теперь давайте пришьем его к ротику. Вот так вот наискосок. Пришиваем только вот эту вот переднюю часть. Вот переднюю часть пришиваем. И возле ротика. Давайте пришьем и встретимся. Пришила я язычок.
С обратной стороны, опять же, говорю, что ничего не видно, потому что захватывала только переднюю часть столбиков на клапане. Все, и теперь давайте свяжем с вами бабочку. Итак, начинаем вязать бабочку. Крючок 2,5, белая пряжа. Цвет вы выбираете любой. Итак, кольцо амигуруми. Делаем воздушную петлю. И набираем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот, набрали 6 воздушных петель. Теперь делаем столбик с 3 накидами. Делаем 1, 2, 3 накида. И в колечко провязываем 1, 2 и 3. Теперь провязываем столбик с 2 накидами. 2 накида. 1 столбик и 2 столбик. Дальше провязываем столбик с 1 накидом. Теперь провязываем 2 воздушные петли. 1 и 2. Делаем соединительный столбик, кольцо. Набираем еще 2 воздушные петли. И провязываем 1 столбик с накидом и 1 столбик с 2 накидами. Теперь делаем 3 воздушные петли и соединительный столбик в колечко. Вот первая часть готова. Теперь набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И провязываем в обратном направлении. Сначала столбик с 2 накидами. Затем столбик с 1 накидом. Затем 2 воздушные петли. 1, 2. Соединительный в колечко. Затем опять 2 воздушные петли. И делаем 1 столбик с накидом. 2 столбика с 2 накидами. 1, 2. Затем столбик с 3 накидами. 3 накида провязываем. И затем 6 воздушных петель. И делаем соединительный столбик в колечко. Все, вот такая вот деталь получается. Это все мы вязали в кольцо амигуруми. Теперь обрезаем хвостик. Стягиваем колечко. И поправляем бабочку. Вот такая бабочка получается. Теперь я завязываю на узелочек 2 ниточки. Вот так обрезаю.
И вот такая вот бабочка получается. Теперь нам нужно ее пришить, как будто бы она словлена лягушкой. То есть ее нужно пришить вот сюда. Давайте пришьем. Итак, пришила я бабочку по кругу. И вот как будто бы такое имитация, что словила лягушка бабочку за крылышки. И споймала и держит. Все, мы закончили с вами такую сумочку. Надеюсь, у вас все получилось, вам все понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Впереди еще очень много мастер-классов. Но на сегодня я вам говорю пока-пока.